текста еще видоса не готов, то есть у меня есть какие-то в голове мыслишки по этому поводу, я их сейчас расскажу тоже. Мне прям хочется начать видос с темного экрана, на котором, например, написан какой-то текст и идет закадровый голос, такой жизненный. Блять, я не понимаю, как так? Задумываю легкие в производстве и по вайбу ролик, а по факту как всегда. Но общая канва более-менее понятна. Лейтмотив – прокрастинация. Соответственно, надо обязательно коснуться посуды, хтонического краба, суда и увольнения. Хотя насчет суда и увольнения я вот хз. Ну и рассказать про всякие незавершенные видики, кадры оттуда показать, кейки нарезать. И надо бы в этот раз на таком депрессивном вайбе сделать. Ну и музычку, да, хочется будто дудук вставить, как у Димона в борщевике. Надо сноску сделать, что у меня варикоз. Желтым напишу варикоз и снизу текст коротенько. По картинке тоже вроде понятно. Я хотел юзать кадры квартиры, как она есть, без уборки и вылизывания, чтоб правда матка. Да просто, знаешь, там где-то показать, как я живу. Ну, про посуду, ну да, нужно будет сказать, что я не мою посуду. Ну, типа, зачем мыть посуду, если она испачкается? Ну, мне серьезно, это не шутка, я до сих пор, типа, не понимаю, зачем ее мыть, если она, блядь, испачкается. И привести к тому, что зачем жить, если умирать, и зачем радоваться, если радость пройдет. Надо позитива добавить. Да, капельку, щепотку. Вот жизнь отвлекает тебя или ты отвлекаешься? Я помню, как впервые прям прочувствовал, что что-то возможное медленно удаляется от меня, становится частью другой вселенной, где я не отложил это на потом. Я когда универ заканчивал, хотел дальше пойти по ученой стезе. Очень мне диплом нравился. Про психологическое благополучие писал и исследования проводил. После сдачи диплома что-то отдохнуть захотелось, потом работа, потом мне предложили управляющим стать. Работы стало еще больше. Я думал в следующем году, в следующем, и все. Универ я закончил 9 лет назад. Ну ладно, появилась мысль диплом хоть в формате видиков на YouTube залить. А что, тема и полезная, и интересная. Мысль эта у меня появилась, к слову, 2 года назад. Короче, до диплома я не припомню, чтобы откладывание было какой-то прям проблемой. А потом полетели тефтели. А не хотелось бы это видео опять делать на грустных щах. Надо вставить туда видосы с дачи летней. Поприводить примеры, может быть, видиков, которые так и не вышли. Это дневник. Да. Ну, снова же, возможно, чем больше цена, тем более обеспеченный клиент, тем ему легче выделить какой-то доп-бюджет, и снова же он приходит к тебе со знанием, что ему нужно, потому что обращается именно к тебе. Простите меня. Вот. Бывает такое, ничего страшного. Блять, есть загадочная история из моего детства. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Короче, трахались собаки. Вот серьезно, трахались собаки. Точно не сон. Причем это моя даже собака. Они не трахались. А может быть, собака это ты? Нет, ладно, собака пыталась трахать какой-то неодушевленный предмет. Рыжего. Нет. И, в общем, видно эрегированный член собаки. Ну вот, да блин, ну придется об этом поговорить, ребята. С головкой. Сережа, ты уже большой, нужно об этом поговорить. С головкой в виде, ну, какой-то пирамиды, ну, у собаки, типа, вот этот пенис. Может, это была утка? Нет, это была собака. И, в общем, я помню, как у нее этот пенис, вот как у этой помады, вот эта херня. Отваливается. Отваливается, чувак, отваливается.
проваливается, она просто... Почему она не падает? Она делает Возможно, вот она так, не только красная. Что это было? Я типа увидел, испугался и убежал. Я не стал спрашивать. Это были чевапчичи. Чего? Все, мне кажется, не будет выпуска новостей, потому что что-то как-то... Надо будет потом понять, это от новостей зависит. Ну, то есть, в прошлый раз просто новости были более странные. Или что, или я пил в тот раз. Как думаешь, если я это смонтирую, это нужно как-нибудь назвать? Может, это назвать вялый подкаст? Вялый подкаст. Ну, блин, его надо прям записывать. Понял? Его надо прям садиться. Хотя, вот мне кажется, вот сегодня мы же такие, типа, нужно снять реактивные новости. Нужно креативить. А когда, сука, у тебя в голове установка, типа, нужно делать вот конкретно это сейчас, то есть нам нужно было креативить. Мне нужно было как-то это... активно реагировать на новости. А у меня сейчас просто какое-то состояние, ну, это слишком грубо прозвучит, но я попробую так озвучить, мне похуй. Ну, я читаю такой, ну, да, то есть я как будто бы преисполнился, и сейчас я ищу только покоя, умиротворения и вот этого вот всего. Давай. А ты нам яблочко принесешь? Это все мифы, они не таскают яблочки на своих иголочках. Когда мы были на море с Сашей и Димой, мы любили переворачивать камни и смотреть на крабов, которые оттуда выбегают. Ну и мы вот так шарились вечером, били волны, не сильные, но били. И, скажем так, в формате камней они казались, ну, большими. И мы увидели краба, сидящего на такой влажном камне. Сзади него бьют волны, а он держит в клешне кусок другого краба. И со своими вот этими крабьими глазами пожирает его, глядя просто в никуда. И вот это хтонический краб. Мне кажется, ну, Вселенная до появления человека, она была вот такая. А раз мы стали наделять все смыслами, ну, глупые они, не глупые, наивные, пустые, ну, может быть, они не имеют никакого отношения к естеству этого мира, но раз мы их придумали, ну, это ж прикольно. По ним мне жить больше нравится, чем быть вот таким крабом. И этот краб тоже отрезвляет. Хз, вставлять ли просуд? Короче, после этого я стал пить много. Бойко, весело, самозабвенно. Ну и добивающая ситуация. Увольнение и скорое закрытие всего нашего кластера. Плюс карантин, конечно. Тогда я и начал снимать. Я не писал. Все это время? Давай еще радиопрогончик, да, давай. А ты включил? Да, расскажи стишок какой-нибудь. И кажется, я развиваюсь, новое осваиваю. Но ведь медленно, блядь. Слишком медленно. Говорят, что победы, типа, складываются из маленьких шажков. Ну, когда у тебя настолько длинный путь, что этих маленьких шажков нужно сделать дохуя, ты устаешь и заебываешься. Ну, и типа, и не веришь, что ты дойдешь. Шаришь? Так и ты радуешься каждому вот этому маленькому достижению. И ты не думай о том, что это маленькое достижение в большой системе какой-то. Угу. Так, ну, не думай, блядь. А ты не болей. Надеюсь, я не зря вас обнадежил. Надеюсь, я все-таки стану вдохновляющим своей историей человеком, а не героем какой-нибудь социалки.
Жизнь вообще штука интригующая и амбивалентная. Тем же летом 2020-го прокрастинация впервые заметно ёбнула меня по голове. Я все откладывал проверку госуслуг и в итоге обнаружил у себя штрафов за неоплаченную парковку на 300 тысяч. 300, блядь, тысяч. Долгая история. Короче, я стал мира бояться. Капец, что с воронами вчера было? Ты смотри, это малая часть. Вот что это происходит? И причем это долго было. Да, я думал, что начался библейский апокалипсис. Но это ненормально. Хотя на фоне этой истории со штрафами я записал свой первый трек. И, конечно, единственный. По фонарным проводам, по фасадам тут и там медленно стекают тени прямо в душе горожан. Но у меня черновики 6 других треков и уйма битов от моих талантливых друзей. Что по посуде-то? Ну я правда ненавижу мыть посуду, вот сколько себя помню. Хз, может если бы я мыл ее сидя? Да, пожалуй, в мытье посуды мне не нравится стоять еще и чуть склонившись. У меня варикоз. Ходил ли я к флебологу? Нет. Все время кажется, что завтра запишусь. По литру хотел показать, как тоже вещь, которая относится к тому, что я не закончил. Ну, типа, я отложил написание картины. Обои в нашем коридоре наполовину оборваны, так как я собирался красить стены. И прочее, и прочее. Как вы могли понять, сейчас мое откладывание перешло в патологию. Я откладываю все. Я собираюсь мыть окна уже больше 3 лет. И теперь есть ощущение, что я жизнь отложил. На паузу поставил. Хочется набраться сил, а они, сука, не набираются. Как думаешь, видики про прокрастинацию и тревожность будут проработанный итог?